Сегодня вашему вниманию хотим представить небольшой видеообзор ноутбука Acer. Так, с такими данными: процессор Intel Core i3 1005G1. Надеюсь, видно. Видеокарта GeForce MX 330. 2 гигабайт, 8 гигабайт памяти оперативной DDR4 и диск 256 гигабайт SSD. Вот, данный ноутбук идет без операционной системы. Сейчас посмотрим комплектность. И в данном видео мы также хотим попробовать установить своими силами операционную систему. Так, соответственно, гарантийный талон 12 месяцев. Также здесь у нас, не знаю, здесь что-то запечатано. Потом посмотрим. Думаю, нам сейчас это не нужно. Так. Руководство пользователя. Здесь показано, как подзарядный блок питания, то есть наше подзарядное устройство, включать, подсоединять, порядок действий. Включать, выключать. Так, не столь важно. Пока нас интересует, что же из себя представляет данный ноутбук. Убираем ненужное. Блок питания запакован. Распаковываем сам ноутбук. Ноутбук не тяжелый. Так. Пробуем открыть. Вон даже что интересно, видите, крышечка. Я практически не поддерживая открыл одной рукой. Подключаем наш блок питания. Распаковываем вначале. Так, блок питания тоже покажем. Вот. Надеюсь, там видно параметры его. Вначале нужно произвести зарядку ноутбука, потому как правило, они идут с минимальной зарядочкой. Так, вот гнездо у нас с левой стороны расположено. Вот. И сейчас подключаем розетку. С правой стороны немножко попробуем. Вот светодиод загорелся. После определенного количества заряда пытаемся запустить. Перешли мы сразу в BIOS. После того, как мы кнопочку питания нажимали, сразу же практически стали нажимать кнопочку F2, чтобы войти в BIOS. И в данном случае в BIOS есть характеристики ноутбука, как мы видим, показаны. Intel Core i3, как мы говорили, 1005G1 с частотой 1200 ГГц. Версия BIOS у нас показана. Ее можно потом на сайте производителя посмотреть и обновить до последней. Что еще здесь? Память. Оперативная память 8 гигабайт. Вот это
то, что как бы в данном случае нас интересует. Сейчас наша задача, в связи с тем, что операционная система здесь не установлена, нам нужно установить данную операционную систему. Будем мы пользоваться нашей флешкой, на которую предварительно мы скачали с сайта Microsoft Windows 10. Итак, для того, чтобы установить Windows на наш новый ноутбук, нам необходимо зайти на официальный сайт Microsoft и нажать вот эту вот клавишу «Скачать средства сейчас». Произведем скачивание вначале на компьютер, для того, чтобы нам потом Windows закачать на флешку. Так, ладно, вот в разное, допустим, сохраним. Так, скачалось. Запускаем. Следуем инструкциям, которые будут здесь периодически появляться. Так, вот лицензионное соглашение. Принимаем. Так, выбираем. Вот появилось, что вы хотите сделать. Выбираем создать установочный носитель USB. Все, что оно нам предлагает. Стоит у нас птичка. Использовать рекомендуемые параметры для этого компьютера. Язык русский. Выпуск Windows 10. Ну, можем ее убрать, посмотреть, что нам предлагается здесь. Windows 10, архитектура 64-разрядная. Можно делать оба. Жмем кнопочку «Далее». Так, вот наша флешка, на которую мы будем устанавливать. Жмем «Далее». Вот показывает нам, что пошел ход выполнения, и на нашу флешку загружается Windows 10. После того, как наше USB флеш устройство готово, жмем кнопочку «Готово». Появилась надпись. Так, все исчезло. И сейчас будем извлекать. Вот наше безопасное извлечение. Что нужно нам сделать? Для начала нам нужно сделать так, чтобы наш ноутбук увидел. Вот если мы войдем в boot, я так понимаю, это у нас инструменты. Эта клавиша без мышки непривычно. Переходим в boot. Посмотрим, да, вот UEFI Shell. Это вот какая-то установленная здесь программка. То есть, как мы видим, на табло не отображается ничего. За исключением вот UEFI Shell. Нам нужно сделать так, чтобы ноутбук наш увидел нашу флешку. И с этой флешки попытался установить Windows, заранее нами сюда записанный. Для этого мы должны установить флешку. Сделаем перезагрузку, то есть выключаем наш ноутбук. Сейчас нам нужно его заново включить и снова войти в BIOS.
Так, и сейчас мы пытаемся войти в BIOS. Вот, мы вошли в BIOS. Сейчас снова заходим в boot. Вот. Видим, флешка наша засветилась. USB Flash Drive. Так, перешли курсором на USB. Сейчас нажимаем клавишу F6, чтобы установить. Вот, поменяли местами. Сейчас нажимаем F10 для того, чтобы сохранить и перезагрузиться. Yes. После того, как открылось окошко загрузочной установки Windows, да, ну, я скажу заранее, мы попробовали, у нас ни тачпад не работает почему-то, ни клавишами не перемещается. Возможно, мы что-то не так делаем. Короче, никак не активно. Вот. Поэтому мы решили попробовать мышкой. Подключаем сейчас мышку. Вот, появилась у нас мышка. Попробуем сейчас мышкой. На кнопочку «Далее». Все у нас выставлены. Вот. Жмем «Установить». Пока, скажем так, у нас нет ключа, или он есть, но нам недоступен, поэтому мы мышкой жмем клавишу, вот здесь надпись, вернее, у меня нет ключа продукта. Так, смотрим версии. Устанавливаем Pro, наиболее продвинутую версию, жмем кнопочку «Далее». Так, лицензионное соглашение, ставим птичку. Я принимаю условия лицензии. Все, ничего здесь не нужно, это мы так показали. Далее, обновление, установка Windows, сохранение файлов. Мы выбираем выборочное, только установка Windows для опытных пользователей. Мы таковыми не являемся. Когда мы перешли в этот раздел, где вы хотите установить Windows, вот у нас здесь показывает 3 диска. Первый мы уже удалили. Ну, в принципе, сейчас покажем. Навести на диск и удалить. Короче, удаляем мы их все. Вот появился у нас один. Сейчас этот диск нам нужно создать. То есть мы будем создавать размер. Вот у нас стоит 244 там, мегабайт и так далее. Мы устанавливаем, разобьем системный диск наш, вернее, сделаем в районе 100 гигабайт. И должно получиться 102 тысячи 400 мегабайт. Пробуем. Так, что у нас получилось? Вот он у нас и получился. Так, ну это уже сама система, какие-то свои создает там разделы. Я не совсем знаю, что это такое. Но, по крайней мере, наш раздел 99,9, вот он создался. Так, теперь мы идем далее. И вот на этом диске 0 раздел 3 мы будем устанавливать нашу систему. Жмем кнопочку «Далее». Все, пошла установка. При установке несколько раз будет происходить перезагрузка ноутбука. Ну, где-то она еще будет зависеть от технических параметров ноутбука. Поэтому где-то быстрее, где-то медленнее. Бояться этого не надо. Так, вот у нас стоит регион, Россия. Посмотрим, есть ли у нас Беларусь. Есть. Вот ставим Беларусь.
Так, клавиатура, да, русская у нас. Так, да, подключаемся, это наш TP-Link. Единственное, осталось ввести ключ. После того, как мы ввели ключ от Wi-Fi, вот, видим, подключено, защищено. Жмем кнопочку «Далее». Так, появилась надпись у нас «Настроить». Выбор способа настройки у нас для личного использования, поэтому мы так и установим для личного. Итак, у нас появилось окошко добавления вашей учетной записи. Появилось у нас окошко «Ввести пароль». Почему-то перезагрузка произошла. Так, сейчас вводим пароль. Сейчас видим на экране надпись «Создание пин-кода». Да, и хотелось бы его, конечно, пропустить, но походу нам система не дает такой возможности. Поэтому нажимаем «Создать пин-код». Значит, будем вводить пин-код. После того, как мы ввели пин-код, жмем кнопочку «Ок». Так, мы для себя убрали все параметры конфиденциальности, которые предлагает система. Вот, идем далее. OneDrive. Ну, опять же, здесь, наверное, можно каждому индивидуально. Так, вот появилось у нас окно Windows.